Всем здравствуйте! Сегодня в рамках проекта «Путешествуем по Беларуси» мы едем в Святск. Там находится усадьба Воловичей, и это недалеко от Гродно. Присаживайтесь поудобнее, сегодня я расскажу и покажу вам, что посмотреть самим и показать детям. Путешествие по родному краю недалеко от города, всего за один день. «Ничто так не развивает ум, как путешествие», написал когда-то Эмиль Золя. Или, как сказал Далай-лама, раз в год посещай место, где ты никогда не был. Поэтому сегодня едем в Святск. Усадьба Воловичей в Святске находится в 25 километрах от Гродно, если мерить расстояние от нулевого километра, а от микрорайона Фолюш и того ближе. И судя по карте, мы можем доехать туда буквально за полчаса. Ну что ж, путешествие начинается. При входе установлена табличка с режимом работы и вход на территорию платный. Я оставлю ссылку на сайт усадьбы в описании под этим видео. Рекомендую ознакомиться с расписанием и ценами именно там. Дворец Воловичей в Святске называют белорусским Версалем. Ну что ж, давайте посмотрим сами. Род Воловичей – это известный старинный белорусский род. Представители рода участвовали в крупнейших событиях Великого княжества Литовского, занимались подготовкой и подписанием Люблинской унии 1569 года, участвовали в подготовке статутов 2 и 3 и многое-многое другое, что позволяет считать их деятельность не просто важной, а судьбоносной. Во второй половине XVIII века часть святских земель перешла в собственность гродненского маршалка Юзефа Воловича в качестве приданного. Позднее он выкупил земли вокруг, а в 1779 году его сын Антоний, получивший графский титул от прусского короля Вильгельма III, присоединил к имению еще 2 фольварка. Так и возник Святск Воловичей или Святск Великий, которым знаменитый род владел более 100 лет. Началом строительства дворцового паркового комплекса считается 1779 год, когда по инициативе гродненского маршалка Юзефа Воловича, идейного вдохновителя проекта, к его воплощению в жизнь приступил известный, талантливый и очень популярный в то время итальянский архитектор Джузеппе де Сакко. Те, кто смотрит мои видео давно, знают, что Джузеппе де Сакко был придворным архитектором последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Именно его пригласили на наши земли подскарбли Антоний Тезенгаус и король Понятовский, и благодаря их совместному проекту городница в конце XVIII века в Гродно была построена около 23 мануфактур и примерно 80 зданий. К сожалению, до наших дней сохранилась лишь малая часть, но вот усадьба в Святске – яркий пример архитектурного творчества Джузеппе де Сакко. Итак, строительство, как я уже сказала, начато в 1779 году, а окончено было уже его сыном Антонием Воловичем приблизительно в 1810 году. Сегодня во дворце ведутся реставрационные работы, идет реконструкция, и не везде можно попасть. Но кое-что я вам все-таки покажу. В одном из крыльев галереи дворца на 1 этаже уже открыт зал для проведения экскурсий и театрализованных представлений. Можно увидеть семейное древо рода и услышать его историю. Уже открыт и работает гостиничный комплекс, ресторан, пивоварня. Все это я вам покажу и расскажу. Даты проведения театрализованных экскурсионных представлений лучше уточнять на сайте, а цены на услуги тоже смотрите там. Но сразу скажу, что я была поражена. Цены очень низкие по сравнению с гостиницами города, если останавливаться у них. А доехать сюда на машине можно буквально за 25 минут. Зато какой здесь воздух. Это не передать словами. Ни одна камера, конечно же, это не покажет. К тому же номера сдаются с услугой «Завтрак включен», плюс спа-комплекс за дополнительную плату. И пока я буду показывать, что сегодня здесь внутри, я вам расскажу историю этого удивительного места. Особым изяществом выделялись помещения 2 этажа, расположенные вокруг 8-угольного бального зала. Часть амфилад комнат
была оформлена в римском стиле, а другая в античном. Это все во времена Воловичей. На стенах изображали романтические пейзажи и руины. И центральное место во дворце по замыслу зодчего должен был занимать античный зал на втором этаже с колоннами и барельефами из жизни древних греков, каменными каминами и античными статуями. Второй зал был оформлен в стиле Людовика XVI, а третий, романтический, был богато украшен лепниной, пейзажами на стенах и небом на потолке. Сохранились снимки интерьеров и некоторых росписей. Вокруг дворца был разбит английский парк, посажен сад, лес из грабов, сосен и кленов, а также устроены пруды, оранжерея и пасека. В дворцово-парковый комплекс была включена также находившаяся неподалеку часовня-усыпальница Воловичей. Этот домашний храм был построен в 1889 году в стиле неоготика. И с обратной стороны здесь и была крипта, там сейчас нет никаких захоронений, и все это было реставрировано в 2023 году. А здание дворца в основном сохранило первоначальную планировку и большую часть внешнего декора до наших дней, а из внутреннего убранства уцелели только камины, обрамление дверей, частично лепнина. И в конце XIX века Волович проиграл это родовое имение в бильярд Гурскому. После владельцы опять часто менялись, и земли были раздроблены, а усадьба быстро пришла в упадок. Все, что можно было унести, исчезло, и даже дворец хотели разобрать на кирпичи. Позже оно за долги перешло государству, и комплекс сильно пострадал во время Первой мировой войны. В 1930 году дворец стал собственностью Департамента здравоохранения Польши и был приспособлен под элитный реабилитационный центр. В 1930-е и 1933 годы его по большей части даже реставрировали снаружи, но, увы, работы не были завершены. В 30-е годы восстановление усадьбы было выполнено по проекту и под руководством профессора Оскара Сосновского. И немалую заслугу в спасении этого памятника имеет наш знаменитый гродненский историк Юзеф Ятковский и реставратор Зигмунд Раковский. Сохранились фото того периода, когда была проведена реставрация. На первом этаже была устроена столовая, салоны на втором этаже получили новую стильную мебель, и появилось даже несколько часов с боем, зеркала, подсвечники. Интересно, как будут воссозданы интерьеры усадьбы сегодня. Посмотрим, возможно, через пару лет наконец-то реконструкция закончится, и мы сможем посетить этот дворец уже в полной мере, насладиться всеми теми красотами, которые здесь нам покажут. В наши дни здесь также открыли ресторан-пивоварню, варят пиво, сами показывают это все, как это делается, можно увидеть. Тоже очень интересная экскурсионная программа. И можно снять зал для банкетов, но можно просто посидеть, отдохнуть, провести время какое-то здесь. То есть все сделано добротно, интересно и достаточно так, красиво. В стиле этой усадьбы, то есть дерево, камень. Есть даже лифт для тех, кто не может подняться, допустим, на коляске. И можно спуститься вниз и посмотреть, какие стены, какие валуны, как это было построено в то время. Все это постарались сохранить. С сентября 1939 года Святск вновь оказался на границе исторических событий. Началась Вторая мировая война, ее дыхание ощутили и стены дворца. В разные периоды здесь располагались разные медицинские учреждения, а старинный Святск выполнял благородную миссию, лечил людей. Остались здесь и огромные валуны, которые, как говорят, обладают особой энергетикой. И посмотрите, какого они размера. Некоторые даже выше человеческого роста. Это многотонные камни, которые лежат здесь уже не 100 лет и были свидетелями разных событий в истории этого удивительного места. До 2005 года здесь был даже туберкулезный санаторий. А в 2005 году дворец опустел, и казалось, что легенда Святска подошла к концу. Но легенды не умирают. Дворцово-парковый ансамбль был передан санаторию «Озерный» и получил шанс на спасение. Большинство помещений дворца сохранило первоначальную планировку, и внешний декор зданий также остался прежним. Из внутреннего убранства уцелели камины, обрамление дверей, частично лепнина. Кое-где сохранились росписи. Существуют две легенды, связанные со старым дворцом.
Одна из самых известных – это история о белой панночке. Это дочь графа Воловича, которая влюбилась в простого конюха. И узнав об этом, разгневанный отец велел утопить мужика в пруду, а беременную дочь живьем замуровать в колонну в одном из дворцовых залов. И до сих пор по дворцу бродит непрекаянная душа. Некоторые слышат ее шаги или видят белую тень на фото. И интересно, что в исторических документах сведения об исчезнувших девушках не нашлось. По книгам дворянских родов, имеющихся в историческом архиве, у Антония дочерей не было, а у других были, но все они благополучно выходили замуж. Метрические книги не сохранились, и, возможно, отец просто не записывал дочерей в книгу дворянских родов, поскольку в XVIII и XIX веках дочери не являлись наследницами и продолжателями рода. По другой легенде, в окрестностях дворца есть подземный ход, и существует ли он на самом деле и куда ведет, к сокровищам или к тайному убежищу, никто не знает. Во время реконструкции вход не нашли. Так что все это красивые легенды, возможно. А если вы не хотите столкнуться с мистическими явлениями, стоит обязательно посетить усадебный парк и найти уникальное дерево, которое состоит из двух сросшихся стволов и образует арку. Местные жители верят, что если пройти через эту арку и загадать желание, оно обязательно сбудется. Сегодня усадьба Воловичей – это не только исторический памятник, но и место, где можно провести время на свежем воздухе, наслаждаясь природой и погрузиться в атмосферу прошлых веков. Приезжайте и убедитесь сами. Беларусь удивляет и поражает своей историей, архитектурой и удивительными легендами. Рядом, в деревне Радивилки, можно полюбоваться усадьбой Гурских постройки 1828 года, но это уже совсем другая история, которую я расскажу позже. Итак, если вам понравилось мое видео, поставьте лайк, пишите комментарии, были здесь или собираетесь посетить. Очень рекомендую. И как гостиничный фонд мне понравился, и как место замечательное, воздух, достаточно красивый парк, и можно погулять и провести время, и отдохнуть, конечно же. Видео у меня выходят на канале немножко с задержкой. Я снимаю в одно время, потом монтирую, потом выпускаю уже в другое через какое-то время. Поэтому часто я могу снять видео, а выпустить его буквально через месяц, через 2 недели. По-разному бывает. Поэтому, если хотите быть в курсе более актуальных событий и локаций, переходите в мой телеграм-канал. Там я, когда снимаю, тогда сразу и публикую снимки, локации и какие-то комментарии. В общем, там можно общаться и писать напрямую. Ссылка на телеграм-канал и инстаграм будет в описании к этому видео. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!